США и Израиль начали войну с Ираном практически под одним предлогом. Иран должен прекратить обогащать уран до оружейного уровня, потому что это экзистенциальная угроза для Израиля и для США. Не так ли? Но возможна ли ядерная сделка между этими государствами в принципе? Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Формула реальности». С вами я, Нур Исмаил. И сегодня я постараюсь ответить на поставленный выше вопрос. В своих роликах я не раз говорил, что человечество вместо братского сотрудничества избрало путь недоверия и смертельной конкуренции. И как следствие экономического сдерживания и военных конфликтов. А в таком мире сила оружия – это фактор выживания. Логично? А наличие ядерного оружия – это уже гарантия безопасности. Даже маленькая Северная Корея обладает таким оружием, и никто ее не трогает, даже США. Как следует из речи Трампа, сказанной им сразу после начала операции против Ирана, США были вынуждены это сделать, потому что, по его словам, как только Иран получит такое оружие, он его непременно применит против Израиля, США или других стран. Ну вот такие они нехорошие и безумные. Но ведь Северная Корея его не применяет, хотя Ким Чен Ына Трамп тоже называл безумным диктатором. Но именно США были первой и единственной в истории страной, кто применил это оружие через 20 дней сразу же после его испытаний. Так кто безумец? Очевидно, что его наличие – это не меч, а скорее щит. Далее. Что значит ядерная сделка? Это когда Иран откроет доступ к своим стратегическим объектам, а США в ответ снимут санкции и позволят Ирану спокойно торговать. Но ведь это практически сделать невозможно. Получается та самая пресловутая дилемма безопасности, где действия одного государства по обеспечению своей защиты воспринимаются другими как прямая угроза. С точки зрения рациональной логики и здравого смысла четко прослеживаются три фундаментальные причины, которые делают такую сделку почти невозможной. Первое. США и Иран находятся в состоянии глубокого кризиса доверия. С точки зрения Тегерана, выход США из СВПД, ядерной сделки, в 2018 году доказал, что любая подпись американского президента может быть отозвана следующим лидером. Поэтому допуск инспекторов на объекты воспринимается Ираном не как шаг к доверию и миру, а как передача разведданных для будущих точечных ударов. Второе. Полная прозрачность, которую требуют США, делает Иран уязвимым перед США. США хотят видеть все, иначе они не верят ничему. Любая закрытая зона интерпретируется как тайный цех по сборке боеголовок. А для Ирана допуск к центрифугам в Фордо или Натанзе означает, что Пентагон получит точечные координаты стратегических объектов. В случае провала сделки это делает Иран беззащитным перед первой же волной авиаударов со стороны США. И третье. Ядерная сделка по своей природе асимметрична. Иран должен, значит, уничтожить или демонтировать физические активы, инфраструктуру, запасы, топливо, что трудно и долго восстанавливать. А США в ответ лишь «замораживают» в кавычках санкции, то есть подписывают указ, который, кстати, можно отменить одним росчерком пера за 5 минут. Отсюда следует логичный вывод. С точки зрения рациональной логики и здравого смысла, Иран попадает в ловушку. Чтобы получить снятие санкций, он должен стать полностью прозрачным в военном отношении. Но становясь прозрачным, он становится уязвимым к внешней агрессии. Но санкции – это экономическая боль, а утрата ядерного сдерживания при отсутствии доверия – это смертельная угроза для существования государства, а точнее его власти. Именно поэтому текущие переговоры 2026 года буксуют,
и в этом виде практически нереализуемы. Лично я думаю, что США и Израилю придется смириться с тем, что у Ирана такое оружие будет. В противном случае будет большая война, которая окончательно похоронит и Израиль, и США как мирового гегемона. И в конце вопрос. Чем, на ваш взгляд, закончатся попытки США навязать свои условия Ирану? Напишите в своих комментариях.